Что такое денацификация? Заставить Украину признать, например, Крым и независимость этих двух народных республик тоже можно. Поиск врагов – один из естественнейших порывов души человеческой, особенно в ситуации тревоги, неопределенности, неудачи. Точечными мы называем те репрессии, которые происходит за то, что ты сделал, или хорошо, за то, что тебе вменили, что ты сделал, а массовые за то, кто ты есть. Весь жизненный уклад, весь жизненный порядок определяется исключительно людьми для людей. Друзья, сегодня гостем моего канала Варламов Токс стала Екатерина Шульман, которая не нуждается в представлении. Мы обсудили с ней ситуацию в Украине, отъезд людей из России, раскол в рядах российских чиновников и поиск предателей Родины, который сейчас начался в нашей стране. По-моему, интервью получилось очень интересным, и оно далеко не последнее, так что не забывайте подписаться на этот мой новый канал. Друзья, всем привет! У меня сегодня в гостях Екатерина Шульман. Как мы выяснили, человек, внезапно от которого все получают информацию по событиям в Украине. При том, что я ее не публикую. Но да, каким-то образом все равно получается. Но вы действительно стали одним из таких главных спикеров, потому что у меня есть много знакомых, кто вообще такой, условно, не сильно интересуется политикой, не слушает «Эхо Москвы», которые внезапно открыли для себя ваши лекции, ваши интервью и с удовольствием все это дело слушают. Поэтому у вас будет сейчас, наверное, на расхват, и я рад, что вы нашли время дойти до моего скромного теперь уже канала. Спасибо, что позвали. За последний месяц по понятным причинам вся моя публичная активность резко сократилась. Во-первых, по мелочи мою радиостанцию закрыли, а во-вторых, как это в известном анекдоте, по 17 причинам, во-первых, нет патронов. Так вот, закрыли радиостанцию. Кроме того, ситуация такая, что и не всегда знаешь, что сказать, и не всегда есть на это силы, возможности и ресурсы, поэтому удивительным образом, парадоксальным, действительно я вижу какой-то противоестественный прирост подписчиков в разных немногих оставшихся каналах, и при этом, собственно, моего какого-то аутпута там стало намного меньше. Но это, в общем, все понятно. Точно так же и я сама подписалась на кучу всего в еще не закрытом Телеграме. Пытаешься как-то восстановить свою информационную картину мира, как-то иметь точки соприкосновения с реальностью, которые одновременно тебя соприкасаются с реальностью и не вводят тебя в суицидальный психоз. Это сложное сочетание. Я понимаю, что все более или менее в таком положении, поэтому тут, как это называется, рост не по заслугам. Можно было бы на минуту задушив в себе все человеческое, сказать, вот кому война, кому мать родна, но нет. Никому она не мать родна. Сразу тогда вопрос, на кого подписана Екатерина Шульман в Телеграме, откуда можно получать какую-то адекватную информацию? Давайте несколько каналов хороших прорекламируем. Как это Минюст считает иностранным агентом, объявлен нежелательной организацией, внесен в список террористов и экстремистов, что там еще, а символика является экстремистской. Много-много дисклеймеров, вся речь состоит из сплошных дисклеймеров. Смотрите, моя информационная, так сказать, картина в Телеграме находится в состоянии формирования. Я там и сама довольно давно, и вроде как пользуюсь им достаточно давно. Но сейчас мы оказались в противоестественном положении, когда Facebook, запретили... YouTube пока еще каким-то образом жив, и даже, как это из немногочисленных хороших новостей, разблокировал канал Госфильмофонда. Пошел на уступки. Пошел на уступки, что, может быть, позволит нам еще несколько дней, недель наслаждаться присутствием в нашей жизни Ютуба и мультиков из него, или что там, фудблогеров из него, и чем еще люди пользуются, что они там, собственно говоря, смотрят прохождение игр, советы по посадке овощей в условиях средней полосы. Другая полезная информация. Так вот, несмотря на то, что в Телеграме некоторое время, как я уже жила, тамошняя моя лента была довольно ограниченная, потому что в Фейсбуке была, так сказать, человеческая среда. Там были люди знакомые, то есть, так сказать, как СМИ, так и частные лица, чье мнение или не мнение, а просто стилистика или просто сам факт их существования меня интересовал. Телеграм в некоторой степени асоциальная сеть, а не социальная. Там не образуется единой ленты, нужно читать каналы по очереди. Там, хорошо, недавно появились реакции и комментарии, но
но не образуется вот этих веток, на которых сидят сладкоголосые птицы и разговаривают между собой, какие были в ЖЖ, вы же тоже начинали, в живом журнале, вы тоже из ветеранов, да, из старожилов. Старожилы-то припомнят, каково оно было на заре кириллической сетевой жизни. Так вот, Telegram совершенно не создает себе вот эту вот картину цветущей, разнообразной жизни. И это ужасно, потому что примерно последнее, в чем нуждается атомизированное и без того российское общество, это в обрубании тех каналов связности, которые нам принес технический прогресс за последние годы. Поэтому изобразить Facebook в Телеграме также невозможно, как изобразить ЖЖ в Фейсбуке, хотя второе как-то худо-бедно кому-то удавалось. Но, значит, что обнаруживается? Могу поделиться своим опытом. Сначала ты подписываешься на кучу всего, потом понимаешь, что эта куча всего перепощивает друг друга. И ты читаешь одно и то же сообщение несколько раз, что в условиях, когда эти сообщения чаще всего не сообщают ничего хорошего, тебя дополнительно, так сказать, ретравматизирует, как говорят наши братья-психологи. Поэтому приходится пропалывать свою эту самую информационную грядку. Значит, что у меня там? У меня там BBC, русская служба, которой низкий поклон за то, что они к каждому сообщению делают дисклеймер, что в условиях всего специального и всего военного верифицировать, как в мирное время, невозможно. Одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое, третья сторона рассказывает, что ей приснилось во сне, и в результате все это как бы надо сообщать, но при этом ни за что из этого невозможно поручиться. Все информационные правила мирного времени, типа «приведи 2 источника», получи 3 бесплатно, все это теперь уже, как вы понимаете, не работает. Тем не менее, значит, BBC я читаю. Я читаю дорогого бывшего главного редактора Алексея Алексеевича Венедиктова, который работает всемирным агрегатором и собирает отовсюду, отовсюду обо всем, как это называлось. Он еще чем дополнительно ценен, он много чем ценен, но еще и тем, что он, как известно, франкофон. Англоязычные это источники мы можем все сами посмотреть, а вот кто в школе, вроде меня, французский не доучил, тому полезно иметь человека, который будет читать, смотреть что-то по-французски, это эту самую информационную картину обогащает. Значит, у меня там агентство. Это, значит, так называют, да, там проект. Это вообще сейчас такие подписки у вас сейчас даже неловко, это же нежелательные, которые, да, вот самые нежелательные. Мы все дисклеймеры назвали в самом начале. Значит, все это запрещено на территории Российской Федерации, является нежелательным и заблокировано. Значит, сказали, и давайте теперь по делу все-таки расскажем. Значит, у агентства есть еще агентство новости, я подписалась в панике на обоих, что-то одно буду выкидывать, потому что, опять же, идет дубляж. Значит, с похожим названием, но другая, тоже заблокированная тонкая душевная организация, агентура Андрея Солдатова, старого моего коллеги еще по Думе, вот, и даже соавтора в одной книжке, в которой мы писали по главе. Он знает, о чем пишет, он пишет о спецслужбах и, в общем, понимает свой предмет. Это я тоже читаю. Я читаю Пивоварова редакцию. Пока ощущаю вот в этом наборе тоже некоторое количество повторов, взаимных цитирований, перекрестных ссылок. Буду думать, может быть, что-то из этого тоже я уберу. Но пока что называется так. Я читаю, как и читала своих коллег, политологов, экспертов. Совершенно не все они перешли в Телеграм. Григория Голосова, например, насколько я понимаю, в Телеграме нету. Но, например, я читаю Марию Снеговую, я читаю Фариду Рустемову. Это вот уже по моей части такой совсем специальной, думские дела, значит, тонкости законотворческого процесса. Она прекрасный совершенно парламентский корреспондент, очень глубоко погружающийся в свою тематику. Это, я понимаю, интересует не всех, а только специальных гиков, но раз меня это интересует, а вы меня спросили, то я вам про это и расскажу. Значит, вот это вот из недавнего, на что я подписалась, и прямо чрезвычайно радуюсь. Я читаю также некоторое количество думских каналов, вполне официальных, в том числе украшенных буквой Z, потому что мне надо знать, что у них там, как они выстроились этой буквой, и что в связи с этим у нас будет завтра уже действующим законодательством. Это я никому не посоветую, это мои профессиональные риски, я их несу, вы не обязаны. Как это называется? So you don't have to. Но эту всю красоту я тоже читаю. Значит, большие вот прямо типа ТАСС, РИА Новости, раньше всех, ну почти, в минуты совсем, опять же, острой паники я читала, но это невозможный передоз, это я все убрала и перестала туда заходить, потому что это вредно для здоровья. Значит, вот такая моя информационная, так сказать, диета. Опять же,
все равно ощущаю некоторый передоз, все равно буду еще что-то это чистить, но для того, чтобы сохранять какую-то условную объемность вот этой всей картины, конечно, нельзя, мы не можем себе позволить, к сожалению, не иметь один источник, не иметь два источника, таких нету. Естественно, Екатерина Шульман забыла упомянуть мой замечательный канал. Ах, да, конечно. Пришла в гости, понимаете ли. Да, наговорила, а самое главное, ты не сказала. Это просто я из своей скромности не попрошу вас подписаться на Варламов Ньюс. Хорошо, я медленно подписываться на него, пока, думаю, вдруг меня Илья больше не позовет. А теперь он меня пригласил, и после этого я могу с чистой совестью подписаться. Друзья, больше месяца мы с вами живем в новой реальности. В реальности, в которой невозможно быть вне новостей и повестки. После 24 февраля многие люди в нашей стране испытывают самые разные эмоции. Это страх, опустошение, тревожность, злость или даже чувство вины. Кто-то переживает за свое будущее, кто-то не может найти общий язык с родителями или коллегами. Кто-то был вынужден уехать из страны и пытается начать новую жизнь. На моем канале есть даже отдельный ролик о том, как помочь сейчас себе или близким справиться с эмоциями. Если сделать это самостоятельно у вас не получается, не бойтесь обратиться к специалистам. Я уже рассказывал вам о сервисе Ясно. Это площадка для онлайн-консультаций с психологом. То есть вам не нужно куда-то ехать на прием. Вы можете пообщаться со специалистом в комфортной для себя обстановке. Особенно это может быть актуально для тех, кто покинул Россию. Сама видеосвязь зашифрована и конфиденциальна. Сейчас с Ясно сотрудничает около 2000 тщательно отобранных психологов. Как рассказывают представители сервиса, только 17% претендентов получают одобрение и допускаются к работе с клиентами. После того, как вы заполните анкету, алгоритмы сервиса подберут специалистов, которые могут вам подойти лучше всего. У вас будет возможность изучить их профили и выбрать того специалиста, с которым вам будет просто комфортно работать. Если психолог по каким-то причинам вам не подойдет, его всегда можно поменять. 50-минутная консультация стоит 2850 рублей, а с промокодом Варламов вы получите скидку 20% на первую сессию. Зарегистрироваться и заполнить анкету вы можете по ссылке в описании к этому видео. Рейтинг и просмотры выросли не только у вас, но и толку-то, Илья, толку-то? Но и у Владимира Владимировича Путина, если верить опросам. При этом вот последний ВЦИОМовский опрос, если просто каждый день смотришь, а рейтинг все растет и растет, и скоро он обидно упрется в 100% и будет думать, куда ему расти дальше. До 146, очевидно. Да, да. И растет, насколько я понимаю, и рейтинг президента личный, и рейтинг одобрения так называемой вот этой спецоперации, они так зачем-то называют, но тем не менее, в общем, все растет. Насколько можно доверять этому росту? Вопрос на 1,5 часа. И опять же, во-первых. Во-вторых, хорошо бы спрашивать социолога, а я не социолог. Но я пользуюсь, разумеется, материалами социологических исследований. Значит, что здесь полезно помнить? Во-первых, в условиях, как это в военное время, объем косинуса может достигать 4. Тогда, как вы понимаете, во время невоенной он гораздо меньше. Поэтому то, чем занимается ВЦИОМ, это его регулярная работа, это называется формирующие опросы. Что такое формирующий опрос? Это один из инструментов, давайте уж смотреть правде в глаза, государственной пропаганды. Каковы цели, какие ставит перед собой государственная пропаганда, используя формирующие опросы? Она более-менее осознает, эта пропагандистская машина, что большинство граждан по вопросам, не касающимся их непосредственно, никакого мнения не имеют. И иметь его не обязаны. Они живут своей жизнью, и о том, что их касается, насколько морковь подорожала, как собрать ребенка в школу, что у них там на работе, это они понимают и по этому поводу могут высказываться в достаточной степени компетентно. По вопросам политическим и тем более внешнеполитическим, значит, они мнений, что называется, предсформированных в большинстве своем не имеют. Когда человеку задают вопрос на такого рода тему, первое, что он делает, это отказывается. Один из параметров, который наиболее выразительно характеризует самоопросную социологию последнего времени, это процент отказов. Я помню еще в мирные времена на одной из конференций, на которых я присутствовала, Валерий Федоров, как раз глава ВЦИОМа, пожаловался с трибуны, что 7 из 10 тех, к кому обращается социолог, отказываются с ним разговаривать. Значит, в, опять же, условиях всеобщей чрезвычайности
Как показывают, например, данные такой социологической службы Russian Field, процент отказов достигает у них 97. Причем некоторые люди отказываются сразу, некоторые люди прерывают ответы, когда дело доходит до чего-то, за что можно получить 15 лет колонии согласно последним законодательным изменениям. То есть, первое, что надо знать об опросах, в них никто не хочет участвовать. Поэтому, когда вам говорят там 13% опрошенных или 76% опрошенных, то это 76% из тех, кто согласился с социологами говорить. Дальше, конечно, возникает сложный вопрос. Кто именно соглашается говорить с социологами? В мирное время мы на этот вопрос отвечали следующими двумя способами, так сказать, два ответа у нас были, оба нехорошие. Значит, либо человек воспринимает участие в опросе как проверку на лояльность. Знаменитый соцопрос «Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову?» Ты поддерживаешь партию правительства или ты изменник Родины? Выбирайте свой вариант. Это первое. Вторая стратегия респондента состоит в том, что он воспринимает социолога как эмиссара от начальства, которому можно пожаловаться. И тогда его жалобу донесут до начальства и сделают что-нибудь ему хорошее. Это тактики, может быть, не столь противоположные, сколь даже находящиеся друг с другом в родстве, но в любом случае социолог воспринимается как находящийся на позиции силы, власти, авторитета и как тот, кто, собственно, непременно о тебе донесет куда-то. То есть либо ты хочешь сказать «я очень хороший, не бейте меня», либо ты хочешь сказать «у нас тут все очень плохо, крыша протекла, пожалуйста, скажите там в Москве, чтобы крышу нам починили». И тот, и другой варианты, так сказать, поведенческой стратегии не очень предполагают достижение главной цели соцопроса, а именно выявление мнений граждан. Вообще давайте с вами помнить, что вся эта опросная социология растет из двух потребностей. И зародилась она в Соединенных Штатах в XIX веке. Значит, первая потребность – это понять, как люди проголосуют на президентских либо парламентских выборах. Вторая потребность – это понять, что они купят. И в том и в другом случае предполагается, что у респондента есть свобода выбора, как распорядиться своим голосом или как распорядиться своей денежной единицей. Опросная социология для свободных людей, не в обиду никому будет сказано. При отсутствии этих условий зачем кого-то вообще спрашивать, не очень даже и понятно. Это первый, так сказать, курс соображений о несвободе социолога, о несвободе респондента. А возвращаясь к нашему первоначальному тезису о формирующих опросах. Значит, что делает вот такая вот, так сказать, государственная социология? Она этому широкому респонденту, который, опять же, не имеет никаких мнений и, отвечая на вопрос, хочет понять, какой правильный ответ, угадать его дать, говорит, вот есть большинство. Большинство говорит так. Ты как? Ты с большинством или ты отщепенец? Я с большинством, говорит респондент. Следующий повторяет за ним, следующий за ним. Таким образом, вот это вот сконструированное большинство какое-то облекается плотью и становится, как говорил по сходному поводу Владимир Ильич Ленин, материальной силой. Это называется, еще раз повторю, формирующие опросы. ВЦИОМ занимается этим, много кто еще занимается этим тоже. Значит, почему на это стоит обращать внимание или не стоит обращать внимание, и насколько это вообще относится к, так сказать, истинному положению вещей? Мы в наших условиях не можем пренебрегать никакими маркерами. И эти уровни, и этот рост о чем-то нам, наверное, говорят. Ну, например, об эффективности пропаганды. Да? Например, о том, что, кстати, вот по поводу динамики, о чем еще это может говорить. Вот эти самые проценты отказов, они неровно шли вверх или вниз. Там было так. Конец февраля, вот после 24 до 1 марта, высокий процент отказов, там условно 92%. Первая неделя марта процент отказов снизился. То есть люди как будто стали более охотно разговаривать с социологами. Вторая неделя марта и далее процент отказов опять пошел вверх. То есть либо подействовал закон о фейках, о котором очень широко было рассказано, то есть донесли убедительно до граждан, что вот 15 лет дают теперь за другое мнение. Опять же, в законе не совсем это написано, но кому до таких тонкостей. Особенно, когда риски высоки, а, так сказать, затраты на правильный ответ совершенно ничтожны. Лучше я скажу, как это, опять же, в последней Масяне, мы все за ядерную войну, отвяжитесь. А чем я буду рисковать тем, что я правильно ли я интерпретировал закон или неправильно? Может быть, стало понятно, что это какая-то история надолго, поэтому отмежевываться от нее опасно, а лучше как-то вот попытаться адаптироваться в этой самой новой реальности. То есть люди стали отказываться разговаривать в еще более высоких процентах, чем в самом начале, когда они были в первоначальном шоке. Что еще
можно понять из всего этого массива данных? Значит, есть не только ВЦИОМ, есть некоторый набор других исследований, в том числе относительно независимых. Что мы можем видеть даже из ВЦИОМа, если посмотрим на более подробную раскладку, а не только на те цифры, которые цитирует Песков, сколько там, 71% или 74%? Уже 80%. Пока мы тут сидим, уже до 80 уже 80. дошло. Ага. Я так понимаю, что была какая-то неловкость, что несмотря на масштаб происходящего, до крымского консенсуса пока не удалось допрыгать. Вот знаменитые 86/14 что-то никак в руки не даются. Вот сейчас будет. Значит, скоро будет. Хорошо, молодцы. А это 80 за что? Президента поддерживают или операцию поддерживают? А они все поддерживают. Все поддерживают. В общем, все за ядерную войну. Хорошо, молодцы большие. Значит, что видно даже из раскладок ВЦИОМа? И это довольно удивительная, надо сказать, вещь, которая, может быть, нас подводит к базовой странности происходящего. Самый главный маркер, который определяет отношения, это возраст. Все остальное глубоко вторично. Имущественное положение, место жительства, пол еще в некоторой степени влияет, но главное – это возраст. Значит, это война пожилых мужчин за 55. Мужчин 55+. Не будем называть их пожилыми. Нынче люди живут долго, но вот старше этой самой линии. Чем моложе страта демографическая, тем ниже поддержка. Значит, 18-24 она вообще чрезвычайно низка. Это странно. Вообще говоря, война – дело молодых, лекарства против морщин, 100 тысяч новых вакансий. Это революция, правда, 100 тысяч новых вакансий, но война тоже много новых вакансий. Ну и вообще парад мужества, геройства, риска и возможностей, всякая такая романтическая красота. Молодость должна быть заворожена всем этим, а пожилые люди должны бояться за свой сложившийся уже мир, они должны стремиться к стабильности, они должны иметь больше опасений, чем, так сказать, восторгов. У нас все наоборот. Это, еще раз повторю, не совсем типично для того, как, в принципе, люди и социумы относятся к всяким проявлениям массового насилия и убийствам людей в больших количествах. Итого, некоторые элементы вот этого пресловутого единения вокруг флага на коротких временных дистанциях присутствуют и в демократических обществах, когда там происходит какая-то война, дипломатический демарш, в общем, что-то такое выразительное, что-то такое вынесенное за пределы страны, то есть не внутри, там, теракт какой-нибудь, да, а вот что-нибудь такое снаружи. И третий признак, вовлекающий первое лицо, там, президента, премьера, кто у них там, в личном качестве. Значит, вот эти вот три признака, яркая выраженность, определенность, экстерриториальность и вовлечение президента, дают нам эффект знаменитой единения сплочения вокруг флага, который, еще раз повторю, был выделен не в тираниях, не в диктатурах, не в тех обществах, где расстреливают за несогласие, а в Соединенных Штатах. Начинают воевать, рейтинг президента растет вверх, значит, расти вниз трудно, идет вверх. И уровень одобрения тоже идет вверх, и электоральная его поддержка увеличивается. Так что это бывает, что называется, у всех. Засада тут в том, что это длится, скажем так, ограниченное время. А во-вторых, и в общем те люди, которые начинают разные специальные военные операции, об этом, в общем, догадываются. Нужно продемонстрировать какой-то результат. Мало просто, так сказать, разбежавшись, стукнуться головой об стену. Надо что-то еще при этом, кроме вот этого красивого пятна с неровными краями, что-то образовать, что-то предъявить. Конечно, в нашу счастливую информационную эпоху каждый выигрывает войну в своем телевизоре и совершенно убеждает в этом тех, кто ваш телевизор смотрит. Кто смотрит соседний телевизор, убежден в ровно противоположном. Но даже это работает до определенного предела. Если уж вы перешли от там, разговоров, дипломатии, сколь угодно грубой, с употреблением матерных слов, там, передвижений танковых колонн туда-сюда к непосредственным боестолкновениям, то тут надо что-то показывать. Иначе все эти замечательные эффекты могут обернуться своей противоположностью. Это, поверьте мне, очень тревожащее соображение. Оно не, так сказать, не должно побуждать никого никаким формам злорадства, потому что это, я думаю, что один из главных рисков того момента, в котором мы находимся. Что может быть продано телезрителю, избирателю, россиянину как победа в нынешней ситуации? Поскольку то, что, опять же, мы не знаем планов, нам все время говорят, что все идет по плану, но план нам не показывают, поэтому мы можем только либо верить на слово, но планы мы не видим. Но, тем не менее, если мы посмотрим каких-то аналитиков, и кто пытался считать эти планы, в том числе и западной разведки, которые, как оказались, были правы в своих прогнозах. Их теперь надо слушать просто как родную маму, потому что то, что они говорят, к сожалению, потом неизменно сбывается. Да, очень грустно. Откуда, кстати, у них такая точная и своевременная информация? Вот откуда, не знаю. Вот они как-то прогнозируют. Интересно. По поводу информации кто-то публиковал из слив каких-то писем вроде, еще что-то. Ну, то есть
как-то разведки работает. Но нас интересуют прогнозы. Они прогнозировали, что Россия планирует какой-то блицкриг, там за 3 дня захватить, там, условно, Киев. Что при этом даже американцы, насколько я помню, они не рассчитывали, что украинская армия сейчас способна как-то сопротивляться такому мощному удару и будет там разгромлена, и шансов там особо нету, что будет сокрушительный какой-то удар. Слушайте, ну вот в этом, прошу прощения, я уж совсем ничего не понимаю. Да, ну, тут мне трудно высказывать хоть сколько-нибудь обоснованное мнение. Сейчас видно, что, по крайней мере, эти предсказания западных спецслужб, которым, естественно, мы не доверяем, мы доверяем Минобороне, мы не можем доверять никаким западным спецслужбам, которые что-то там где-то это, ни в коем случае. Мы верим Минобороне, который говорит, что все идет по плану, план нам не очень понятен, но тем не менее видно, что история как-то затянулась. Вот месяц сначала уже прошел, ни Киев, ни другие крупные города взять не удалось, Мариуполь практически сравняли с землей, и то вот, когда мы сейчас с вами беседуем, он еще не взят, там продолжается сопротивление. Ну, явно какой-то вот победы, видимо, которую могли не рассчитывать, она не получилась. Что может быть продано избирателю как победа в этой ситуации? Какой выход вообще хороший в плане вот сохранения лица может быть? С хорошими выходами у нас некоторый дефицит, как и много с чем другим. Но, опять же, не вынося суждений по, собственно, военным материям, в которых я ничего не понимаю, можно сказать вот что. Цели публично заявляемые действительно мерцающие. Если вы помните, еще некоторое время назад речь шла о какой-то глобальной системе безопасности, о том, чтобы НАТО сократилось до границ 1997 года, какие-то письма мы писали в мировые столицы, как Иван Васильевич Грозный. В общем, была такая большая геополитика. Потом как-то все свелось к ДНР, ЛНР, которые необходимо признать, Россия их признала, больше никто не признал. Потом возник вопрос об их границах, которые хорошо бы раздвинуть до границ этих административных областей, каковыми они были в составе Украины. А потом появились знаменитые цели демилитаризации и денацификации и каких-то клятвенных обещаний не вступать в НАТО до второго пришествия. Понимаете, при таком наборе, так сказать, движущихся мишеней, с одной стороны, по ним трудно попасть, с другой стороны, поскольку мишень заключается непонятно в чем, то, наверное, можно объяснить, что вот это оно и было, вот этого мы и добивались. Переговоры как-то смутно идут, очень смутно. Каковы их результаты хотя бы предварительные понять сложно, нам, по крайней мере, об этом не рассказывают. Ну вот из, так сказать, того, что радует глаз сегодняшнее, одно из немногих, это все-таки обмен пленными. Это дает надежду на, поскольку это уже вторая такая обменная операция, на возвращение к каким-то или воспоминания о каких-то, так сказать, обычных нравах войны. Потому что война, в общем, да, к сожалению, занятие человечества довольно регулярное, и у нее есть свои правила. Да, конечно, вначале все страшно демонизируют противника, а потом как-то научаются друг с другом общаться, друг с другом договариваться, обмениваться. То есть есть какие-то, что называется, общие нормы, которые даже воюющими сторонами обыкновенно все-таки соблюдаются. Вот обмен пленных – это одна из них. Значит, что такое, возвращаясь к нашим движущимся целям, что такое денацификация? Мало понятно. Что такое демилитаризация? Наверное, легче всего сказать, что вот смотрите, как нам говорит Минобороны на каждом брифинге, мы, значит, разбомбили столько-то объектов инфраструктуры, столько-то аэродромов, столько-то складов. Вот это и есть демилитаризация, так сказать, военная база Украины уничтожена. Вот теперь эта страна, да, у которой нет никаких, так сказать, военных capabilities и никогда она их не отстроит, потому что мы их все разгрохали. Вот можно так, наверное, что-то такое изобразить. Также не буду разговаривать о каких-то сухопутных коридорах туда и сюда, потому что любителей двигать стрелочки по карте и без меня достаточно, а у меня для этого не хватает компетенций. А тем не менее, заставить Украину признать, например, Крым и независимость этих двух народных республик тоже можно, тоже если это случится, это тоже может быть продано российскому телезрителю как, вот смотрите, выдающаяся победа. Конечно, смена власти в Киеве была бы лучшим подарком, и парад на Крещатике, вот, и как кто-то говорил, танцевание лезгинки, значит, там же, а все это было бы очень мило, но что-то пока как-то не происходит. Опять же, слушайте, даже те из нас, кто не занимается военной историей специфически, знают историю политическую. Наверное. Месяц – это не срок, скажу я вам, к сожалению. Конечно, 100-летние войны, 30-летние войны и даже 7-летние – это немножко такая феодальная особенность, но все-таки войны имеют свойство затягиваться.
И в них бывают разные периоды. Кто-то окопался, долго стоял, потом пошел в наступление. Кто-то отступал, перешел в контрнаступление. Кто-то терпел сокрушительное поражение, потом как-то перегруппировался, придумал что-то новое, получил как бы подкрепление, поддержку. И, глядишь, значит, вот кто-то там бежит с сметенными рядами. А бывает все по-разному. Как сказал, как известно, фон Клаузевиц, все военные планы до первого реального столкновения. Дальше уже решает, цитирую другого популярного автора Льва Николаевича Толстого, дух войска. Я как раз накануне перечитывала то, что называется первой версией «Войны и мира», то есть вот эту вот краткий первоначальный вариант, который автор написал, оставил на 7 лет, а потом расширил его до 4 томов. И там разговоры князя Андрея с Пьером Безуховым перед Бородинским сражением о том, что такое война, что такое военное искусство, так сказать, полководческое, в чем оно заключается. Там это гораздо длиннее и, я бы сказала, так более радикально выражено. Толстой вообще был радикальный автор. И там, значит, князь Андрей говорит, что, ну, во-первых, он там говорит, что главная сила – это не пехота и не кавалерия, а артиллерия. Это тогда уже к 812 году стало понятно, и Бородинское сражение, в общем, в военной истории знаменито именно как артиллерийское сражение, первое такое масштабное. Еще самое главное, кто не испугается. То есть вас будут обстреливать, вы должны не испугаться, а как бы стоять, терять людей и стоять. Вот кто устоит, тот потом перейдет, так сказать, в контратаку. А все остальное – это разговоры. Вот эти вот все там, что кто-то скачет с шашкой наголо, это сказки, говорит князь Андрей. И никакого, значит, он отрицает существование какого-то полководческого искусства, говорит, что все дело вот в этом самом духе. Кто больше хочет, тот типа того, что и выиграет. Там же он произносит фразу, которая, по-моему, перешла и в окончательную версию. «Ах, душа моя, я боюсь, что недолго осталось мне жить, я слишком много стал понимать». Вот. В общем, опять же, перечтите «Войну и мир». Это одновременно и успокоительное, и актуальное произведение. Не пытаясь рассуждать таким образом о военных материях, вернемся, собственно, к вопросу, что может быть продано. Пока не видно. Пока очевидно, что обе стороны считают, как ни чудовищно это звучит, что они еще не навоевались. Что еще можно додавить оппонента до какой-то более выгодной для себя переговорной позиции. В таких условиях переговоры сходят на уровень гуманитарный коридор, в одну сторону, в другую сторону, обстреляли, не обстреляли, нет, это вы обстреляли, и, значит, давайте обменивать пленных, или там давайте делать то, что, кажется, наша страна совсем не желает делать, вывозить тела и каким-то образом признавать свои потери. То есть это такая техническая, страшная техническая сторона войны, это пока еще далеко не политические соглашения. Кстати, интересный момент, если сравнивать с тем, что было в 2014 году, и даже то, что было в Сирии, потери хоть как-то признаются сейчас. Мы видим и открытые похороны, и чествования там некоторых героев, и они проходят там все чаще и чаще, и мы даже видим цифры Минобороны, которые через неделю дали, потом замолчали. Один раз они сказали, вот про это несколько меньше 500 человек, да, больше они уже ничего не выдавали, но благодаря тому, что все-таки даже и в нынешних условиях соцсети довольно распространены в России, то там появляются, естественно, сообщения в регионах, что-то говорят губернаторы, что-то говорят друзья, родные. Потому что там Лев Шлосберг искал эти могилы десантников. Мы помним там в 2014 году, когда... Вообще бедные губернаторы, которым и в ковид в 2020-2021 году отдали и всю, так сказать, ответственность, и всю вину возложили на них. И тут тоже, значит, и о потерях они должны выходить и говорить людям, что наш там местный ОМОН или наши там какие-то военные части, значит, вот не досчитаются. Про бедных губернаторов мы сейчас еще поговорим. А пока поговорим про нас с вами, про предателей. Что у нас с вами-то? Ну, я думаю, что за самоназвание? Я думаю, вам тоже присылали какие-то ссылки, где вы находитесь в каких-то списках, или еще вы не знали? Слушайте, ну присылают время от времени чего-то. Ну, когда их не присылали? Да. Их не Минобороны ведет, ведь правильно? Да, к счастью, пока да. И не Генпрокуратура. Хотя у них тоже есть, как мы видим, какие-то расстрельные... У них есть свои расстрельные списки. В реестре Росфинмониторинга экстремистов-террористов мы с вами не значимся? Пока, к счастью, нету, да. А вы же не иностранный агент даже, и не лицо, аффилированное с иностранным агентом. И я тоже. Да, так что... Ну, слушайте, просто какие-то дети с точки зрения закона. Все впереди у нас еще с вами. Но, тем не менее, мы уже видим
как всякие пионеры ходят, там, пишут активистам, расписывают двери, наклейки, там, вот здесь живет там, предатель, который, что самое интересное, они клеют на подъезд и непонятно в какой квартире живет. То есть, может быть, весь подъезд предатель. Это какая-то сказка Али-Баба и 40 разбойников, когда там белый этот, помните, белый крест мелом нужно было нарисовать на каждой двери. Хотел спросить, насколько вообще запрос на поиск вот предателей, он есть сегодня внутри страны, и может ли это стать какой-то новой там, национальной идеей, послушав заветы вот Владимира Владимировича, который сказал, да, что вот нацпредатели, которым эти гендерные там, ценности, свободы да, интересны. И фуагра и устрицы я почти по всем пунктам себя узнал. Хотя устрицы я не люблю. Но... Я люблю. А вы любите Давайте устрицы? уж признаемся. Я за фуагру, но у меня еще дача в Майами нет. Фуагра жирный, как смертный грех, извините. Я про ваши устрицы вообще молчу. Это как можно есть? Цитируйте Гоголя. Я устрицу в рот не возьму, я знаю, на что устрица похожа, говорит Собакевич. Как вы, кстати, думаете, что он имеет в виду? Нас смотрят дети, пока еще. Хорошо. Дорогие дети, это то произведение, которое вы будете или уже изучали, или изучаете в данный момент в рамках курса литературы средней школы. Перечтите «Мертвые души», вы найдете там много для себя интересного. В общем, насколько есть запрос на поиск предателей в обществе, и может ли это стать каким-то действительно массовой историей? Ну, смотрите, как вы понимаете, никаких социологических данных на этот счет у нас нет. А опросов типа «хотели бы вы повесить предателя собственноручно или перепоручить это государственным органам» никто пока не проводил. Значит, что касается вообще массовости, чего бы то ни было. Поиск врагов – один из естественнейших порывов души человеческой, особенно в ситуации тревоги, неопределенности, неудачи. Значит, если как-то все не совсем, слава богу, то хочется эту, так сказать, неславобожность отделить от себя, вычленить и как-то вынести за свои пределы. Значит, враги, они всегда какие-то другие, они где-то не здесь, где-то там, и они не такие, как я, они отличающиеся. Это вот, так сказать, другой. Не юзер другой, а в смысле другой с большой буквы, в, так сказать, философском смысле этого термина. Поэтому человек вообще боится непохожих. Говорят, что это какой-то наш древний инстинкт самосохранения, который нас бережет от того, чтобы мы чужих микробов не нахватались. Люди, которые не похожи на нас, вообще незнакомые, не из нашей деревни, они, наверное, несут на себе потенциально опасную микрофлору, поэтому мы будем их избегать. Это нам, так сказать, древний инстинкт, как это называется, вроде как внушает. Поэтому тут есть некоторая база вполне общечеловеческая. Но одно дело относиться с симпатией к тем, кто на тебя похож. Даже, говорят, семейные пары так подбираются особо удачные, да, когда муж и жена как-то внешне друг друга напоминают. А другое дело заниматься тем, что вы называете активным поиском предателей. У нас вообще с активностью и с коллективным действием, что в плохом, что в хорошем, не ахти. Российское общество крайне атомизировано. Мы все последние 10 лет, мы социологи, мы политологи, антропологи, культурологи, не дыша, наблюдали за ростом числа связей социальных, так называемых сильных, так называемых слабых, то есть связей по обмену информацией, связей по совместной деятельности, которые росли у обездоленных российских граждан благодаря интернету, благодаря социальным сетям, благодаря мобильным телефончикам, благодаря более, так сказать, дешевому и комфортному передвижению между городами, странами внутри России и вовне. Вот люди как-то стали образовывать эти сетки, общаться друг с другом, обмениваться информацией, помогать и так далее. Но даже при всем этом замечательном процессе, по которому сейчас государство опять колотит топором, потому что это единственное, что оно умеет, даже при учете этого позитивного до последнего месяца процесса, все равно уровень нашей атомизации поражает воображение. Этим мы отличаемся ужасным образом и от развитых стран, где высокий уровень связанности, а также высокое качество институтов, которые позволяют даже относительно атомизированному человеку все-таки находиться в той сетке, которая для него создана, ну, так сказать, вот этими благами общего доступа. Вы об этом, как бывший урбанист, должны знать. Да? То есть если вы живете в благополучном развитом городе, например, то даже если вы сами человек одинокий, неприветливый, кривой, косой, никому не нравитесь, вы все равно будете пользоваться этой инфраструктурой. И поскольку нравы у вас, вокруг вас будут мягкие и гуманные, то вас тоже не побьют. Хотя вы вроде как ничей не знакомы. Это вариант первого мира. Есть вариант третьего мира.
где среда не развита там или враждебна, или просто ее не особо существует, но зато каждый кому-то родня, никто не одинок, все всех знают, и на любую надобность можно найти друга, свата, брата, племянника, который тебе поможет. Это связанность типа третьего мира. Россия, к сожалению, как во многим другим вопросам, проваливается тут в середину, в эту самую нашу любимую эту uncanny valley, зловещую долину. Знаете, вот это вот явление в дизайне, когда антропоморфный объект, вот, приближаясь к виду человека, начинает не вызывать больше симпатии, а наоборот пугать. Вот с Россией немножко так. Она как бы все приближается к человеческому облику, но чего-то в ней не хватает. То ли глаз во лбу, то ли еще какая-то странность такая небольшая в лице. Все пугаются. Так вот. От варианта третьего мира мы ушли, потому что наша с вами традиционная семья, там религиозная община, соседская общность, аграрное традиционное общество, все это было разгрохано в 20 веке. Мы социум городской. Но к варианту первого мира мы дойти не успели. Уже близко подошли, как обычно. Подошли близко, а потом все это накрылось, крышкой у гроба накрылось, судя по всему. Поэтому традиционных институтов уже нет. Институтов публичных, политических, социальных еще в достаточной степени не наросло, хотя в крупных, более-менее богатых городах начинало нарастать. Поэтому наша с вами атомизация особенно обидная. Но вы спрашивали не про это, а вы спрашивали, способны ли наши граждане сорганизоваться для хорошего погрома, который тоже есть институт гражданского общества в своем роде. Есть сомнения. Во-первых, это тоже дело все-таки для скорее молодых, чем пожилых. Значит, вот смотрите, доносить, писать жалобы – это пожилые женщины. Это вот наша главная такая социальная единица, опять же, и в хорошем, и в дурном. Они напишут про лужу во дворе, они напишут про то, что сосед вышел в сине-желтых носках. Наверное, это как-то подозрительно. Это можно. Но вот это все доносительство, чье значение очень сильно преувеличивается, оно ведь рассчитывает на государственный институт, а не берет правоприменение в свои руки. Между доносом и погромом огромная пропасть. Хотя кажется, что это и то, и другое, так сказать, плохой поступок, условно говоря, но это плохие поступки на совершенно разных социальных рельсах. Если вы бдительная соседка, которая скажет, что там учитель в школе моему ребеночку говорил, что война – это плохо, правильно ли это? Значит, давайте на него донесем. Но вы напишите там директору, в РАНО, в Рособорнадзор, на сайт «Активный гражданин». Но это совсем не то же самое, что пойти и нарисовать на двери букву «Z». Или тем более пойти кого-то бить, так сказать, всей толпой. Поэтому первый тип активности скорее может развиваться. Люди это делают от страха. Люди это делают, как ни странно, из чувства гражданской ответственности. Ужас в том, что это та же мышца, которую мы так долго развивали. И правильно делали, что развивали, и дальше будем развивать. Ощущение своей сопричастности к чему-то, что происходит вокруг тебя, и отрицание принципа «моя хата с краю». Но в зависимости от ваших, так сказать, моральных ориентиров это может принимать разные формы. Вот это самое гражданское неравнодушие. А вот коллективные действия такого типа, как там, самостоятельное преследование предателей, требуют много оголтелой молодежи, которая будет бегать толпой и бить кого-то ногами. Значит, у нас оголтелой молодежи, во-первых, мало количественно. Сейчас мы еще постараемся, чтобы ее поменьше стало. Вот прям последнее, что нам надо демографически, это массовые убийства молодых мужчин. Это вот прям то, что доктор прописал. Какой-то кошмар просто. Так вот. Во-первых, ее мало. Во-вторых, она в телефончике смотрит и в компьютерные игры играет. Поэтому это такого рода, так сказать, деятельности, как массовой, я бы не предсказывала. По крайней мере, пока. Культурной революции по китайскому сценарию не будет. Мы столько не нарожали на культурную революцию. Вопрос относительно белорусский сценарий, белорусская модель. Мы видим, что у нас начинаются такие вот первые репрессии такой новой волны, когда судят там, и раньше-то за пустые плакаты-то судили, но сейчас какие-то совершенно абсурдные приговоры. Фашизм не пройдет, да. Сколько, 50 тысяч рублей стоит, да? Фашизм не пройдет. Дело-то не в том, что 50 тысяч рублей, а дело в том, что плакат «Фашизм не пройдет» признан дискредитирующим российскую армию. Да, что вызывает у меня больше всего вопросов. Это интересная мотивировочная часть в этом приговоре. Да, но мы видим какие-то совершенно абсурдные приговоры. Пока мы, к счастью, не видим массовых посадок, а люди
вы там спасибо, что взяли деньгами. Мы видим несколько уголовных дел, но они на тех, кто не в России. Это из известных у нас господин Невзоров попал, ваш коллега по радиостанции уже закрытый. И... Бывший коллега по бывшей радиостанции. Да, и Ника Белоцерковская, которая тоже там весьма эмоционально все дело комментировала. Тем не менее, вот у нас два... Опять же, кому скажи, что автор книг «Диетыши» и «Рецептыши» станет одним из первых фигурантов уголовного дела за распространение фейков о вооруженных силах. Где вообще, где я и где Пушкин, как в известном анекдоте? Какой-то поток бредятины, скажем так. Да, но тем не менее, если мы смотрим то, что происходило в Беларуси против украденных Александром Григорьевичем выборов, мы видим, что репрессии очень быстро нарастали и очень быстро пришли, например, за авторами неугодных телеграм-каналов, которые начали давать там реальные совершенно дикие сроки, там по 10, по 15 лет. Мы видим, когда начали хватать журналистов, когда за сообщения в каких-то дворовых чатах начали давать там 2-3 года реальные сроки и совершенно какие-то дикие просто репрессии против, казалось бы, обычных людей. Можно ли такого ждать в России? Вот тот самый кровавый белорусский сценарий, который мы наблюдали с ужасом из-за забора последние полутора лет. В течение 2020-2021 года. Это правда. Значит, смотрите, для начала, что называется, чтобы прибавить всем оптимизма, давайте скажем так, физических препятствий к этому нет. То есть, в общем, сказать, что это нет, этого не может быть, потому что не может быть никогда, у кого повернется язык. Правоохранительные машины существуют, тюрьмы построенные стоят, суды, так сказать, выстроены. Дурацкое дело нехитрое. В общем, можно. Другой вопрос, что не все то, что возможно физически, оно реализуется в реальности. Значит, в чем может быть тут некоторое отличие Беларуси от России? В массовых репрессиях есть свой механизм. Это не дело одного начальника или даже нескольких начальников. Для этого нужна машина. Машина – это не суды, которые готовы подтвердить любое мнение следственных органов. Машина – это пехота. Грубо говоря, это опять некоторое количество вот этих молодых людей, переезжающих из деревни в город и участвующих в этих репрессиях за социальный лифт. Тебя расстреляют, я в твою квартиру вселюсь. Значит, в Беларуси это происходит. Если вы поговорите с людьми и вообще посмотрите, как там это делается, в Беларуси больше этого самого сельского населения. И там действительно рекрутируют довольно массово людей в правоохранительные органы, молодых людей, которые, если они проявляют достаточно рвение, им дают квартиру, например, в Минске. И дальше они имеют возможность там какую-то свою другую родню, тоже социальный лифт, он самый, за родню свою тоже к себе, так сказать, подтащить. Но для этого нужно как-то вот проявить себя, то есть не просто там служить, да, а план давать. Это действительно механика массовых репрессий, как, например, китайских, так и советских, вот теперь еще и белорусских. Значит, справедливости ради скажем, что в Беларуси пока не расстреливают массово, это очень хорошо, потому что все обратимо, кроме смерти. Только она одна не может быть отыграна назад. Но, тем не менее, действительно белорусский тип репрессивности, скажем так, находится на грани между репрессиями точечными и массовыми. Почему на грани? Потому что массовые репрессии от точечных отличаются не количеством как таковым, а они отличаются целеполаганием. Точечными мы называем те репрессии, которые происходят за то, что ты сделал, или хорошо, за то, что тебе вменили, что ты сделал. А массовые за то, кто ты есть. То есть, например, советские репрессии, при том, что вот большой террор, при том, что там в каждом случае было какое-то конкретное дело, и человек говорил, что он шпион, или там он диверсант, или он еще что-то в этом роде, на самом деле они были направлены против социальных, этнических категорий. Против священников, крестьян, образованного городского населения. Там какие-то волны поляков убивали, каких-то немцев, каких-то чехов, каких-то евреев. То есть это была категориальная репрессия. Неважно, как ты там себя ведешь, если ты в эту категорию попадаешь, то ты попадешь и туда. Белорусские, по крайней мере, что называется, на этом этапе, это репрессии против тех, кто является каким-то активистом или несогласным, или кому это вменяют. Они уже находятся на этой грани, потому что, по сути, это действительно просто репрессии против горожан, против образованного городского населения, против вот этой вот новой постиндустриальной экономики и ее фигурантов, против тех людей, которые не столько потому, что они что-то сделали, сколько потому, кем они являются, не могут быть согласны с существующим порядком вещей. То есть это такой пограничный случай. Наш пока случай исключительно вот такой, что называется, точечный. Из этого совершенно не следует, что всех, кого репрессируют, что называется, за дело.
Как вы понимаете, машина эта вся довольно тупа, и люди, которые проходили мимо, они тоже попадают. Но целеполагание ее состоит не в истреблении как таковом, а в выбивании вот этого вот активного слоя, который участвует в протестах, либо может в них участвовать, либо освещает их, рассказывает о них и как-то им активно содействует. Вот этой самой деревенской пехоты у нас не особо много. И этом еще политика относительно правоохранительных органов последнего времени состояла в том, что накачивали их сильно деньгами совершенно не в тех местах, не на тех ее этажах, которые должны бы эту репрессивную работу делать. Значит, у нас что росло? У нас рос, так сказать, начальственный этаж и сразу следующий за начальственным, то есть люди, которые обслуживают руководство. Заместители, пресс-секретари, юристы, пиарщики и так далее. Условно говоря, участковых только сокращали. А те люди, которые непосредственно вроде как должны там, бороться с преступностью, сейчас оставим в стороне вопрос, это преступность политическая или там, реальная, насильственная, они были и недофинансированы, и недоукомплектованы. Еще на последней коллегии МВД, на которой президент присутствовал, значит, министр Колокольцев ему жаловался, что у них там типа 750 тысяч мест вакантных, которые они не могут заполнить. Ну и сейчас-то то, что было раньше ОМОНом, а теперь является Росгвардией, тоже поредеет, скажем так, аккуратно, судя по некоторым признакам. В общем, машину репрессий надо еще выстроить. Это возможно, все возможно. Еще раз повторю, дурацкое дело, не хитрое. Но до этого еще нам, так сказать, некоторое количество этапов. Захотите ли вы воспользоваться этим временным промежутком для того, чтобы, так сказать, удалить себя из пространства этих социально-политических экспериментов, что называется, дело ваше. Я не буду утверждать, что непременно к этому идет. Наряду с этой самой странностью, о которой я назвала, поддержки всего происходящего скорее пожилыми людьми, чем молодыми, есть еще другая корреспондирующая странность, вот такого рода, так сказать, бурные спазматические изменения, перерождения обычно все-таки происходят не на таком этапе развития режима политического, на котором мы находимся. Обычно все-таки в начале. Революционные перемены, новый лидер, какой-то общественный массовый запрос, какая-то идеология, которая всех взволновала. Или, как перед 17-м годом, изобилие идеологем, на которые люди кидаются. Кто толстовец, кто бомбист, кто мясо не кушает, кто, значит, людей режет, кто Бога ищет, кто, наоборот, отрицает веру. Все как-то вот волнуются, переживают. Наш с вами режим не молоденький, управляется пожилыми людьми. Социум тоже пожилой и стареющий. Мы смотрели внимательно за трансформацией ценностей, трансформацией общественного запроса последнего времени. И поверьте, это не наш был какой-то самообман. Не то, что мы закрывали от себя страшную истину. Действительно, ценности потребления, комфорта, личного успеха, успеха благополучной жизни своей семьи выходили на первый план и неудержимо отступали ценности величия, значит, побед, свершений, жертв ради вот этих самых побед и свершений. Может быть, это как раз и есть одно из объяснений происходящего, которое происходящее никто никак не может себе объяснить. Действительно, может быть у наших с вами лиц, принимающих решения, как у группы и, так сказать, социальной, и демографической, было ощущение того, что время утекает у них сквозь пальцы, что еще немного, и оно совсем уйдет, и их сменят те люди, те поколения, которые не разделяют их ценности вообще ни в чем. И если сейчас эти поколения не придавить бетонной плитой, что произошло, не лишить их будущего надолго, то они себе построят будущее по своим запросам, а не по тем параметрам, которые нынешнему, так сказать, руководству кажутся правильными. За последний месяц было ли у вас желание или мысли удалить себя, как вы сказали, из нашей общественно-политической реальности или в простонародье свалить куда подальше? Нынче это называется приятным термином релокация. Релокация. Релоцироваться. Были ли у вас мысли звучит как-то релоцироваться виктимно слишком, да. На время или навсегда вот за последний месяц? Ну, смотрите, как это, уверены ли мы в бедной жизни нашей, как сказано в Борисе Годунове. А кто может сейчас давать обещание «я точно останусь» или «я точно уеду»? Значит, уехать – это тот еще фокус, особенно людям, которые обременены обязанностями, семьей, каким-то наросшим бытом и прочим. Это не так легко. Понятно, что если там произойдет непосредственная угроза, то все быстро собирают рюкзачок и прыг-прыг скачут куда-то, куда не успевают доскакать. Это все понятно. Значит, справедливости ради я должна сказать, что мне никаких прямых угроз не поступало ни, так сказать, на государственном уровне, ни на частном. Мне даже никто слова дурного не написал. Частным порядком, уж не знаю почему. А так происходит, может,
цензура свирепствует в социальных сетях. А может быть, просто, опять же, дело наживное. Но брать на себя какие-то, вот, так сказать, давать обещания в одну или в другую сторону нелепо. Нелепо. Значит, что тут является маркером? Ну, две вещи. Личная безопасность и возможность работать. Потому что, так сказать, сведение всех жизненных целей к выживанию – это все-таки довольно оскорбительно. Мы социальные существа, сказал отец наш Аристотель, и мы все-таки какие-никакие взрослые люди с работой. Если мы эту работу сколько-то лет делали, значит, мы считаем ее важной и общественно полезной. Если она становится невозможной, то говорить, ну хорошо, я тут пока в подвале посижу, ну как-то, ну такое, как нынче выражаются. Особенно если вас физически никто не бомбит и не стреляет, и, по крайней мере, пока не там, арестовывает и в кутузку не тащит. Поэтому вот эти два соображения, из которых, конечно, может, я, конечно, там недооцениваю степень угрозы по легкомыслию своему, но меня вопросы профессиональной реализации очень волнуют. Я все-таки, я люблю свою работу. Не работу в прикладном смысле, там вот куда я хожу чего-то делать за зарплату, хотя преподавать – это хорошее дело. А вот работа моя в широком смысле, я все-таки имею свое исследовательское поле, я вроде как его должна копать, выращивать на нем какие-то цветочки, что-то там анализировать, синтезировать, статьи писать, печатать. Я вот тут докторскую диссертацию имела намерение защитить. Как это? Часики-то тикают, возраст у меня уже такой, дорогие юные слушатели, когда простым кандидатам ходить как-то неловко. И родственники начинают спрашивать, когда второго, вот это вот все. Вот, когда докторская. Когда докторская? Да, сейчас уже непонятно, что такое эта самая русская докторская степень. Значит, хирш, который мы так выращивали и лелеяли, каждый из нас теперь у нас завял. Опять же, простите, дети, погуглите, что такое хирш, вам откроется многое. Мы все академические вузовские люди жили, так сказать, индексом цитирования. Вот ты что-то напечатал, публиковал, а дальше коллеги тебя цитируют, значит, ты имеешь влияние на умы. Это типа здорово. Значит, я еще переживала, что хирш-то у меня маленький, вот, по сравнению с другими более академическими политологами. Думаю, сейчас как наращу, как увеличу. Примерно как кнопка в Ютубе. Серебряная, золотая. Можно сравнить. Да. Вот, например, у Ильи висит в коридоре золотая кнопка, а у меня дома серебряная. Это надо исправить, друзья. Можно минутку рекламы, да. Нужно, да, вот у Екатерины Шульман есть совершенно замечательный, просто удивительный канал на пока еще не заблокированном Ютубе. Мне тут сказали, что YouTube блокировать не будут по причине того, что его смотрят дети. Тот самый случай, когда дети нас с вами, вот ради нас бы его заблокировали уже давно. Значит, мы прикрываемся женщинами и детьми. Мы прикрываемся детьми, которым родители каждое утро, чтобы они не орали и не отвлекали родителей, откупаются айпадом с Ютубом, где они смотрят свои замечательные вот детские шоу. Свинка Пеппа, мать наша покровительница, спасибо тебе, дорогая. Давайте мы импортозаместимся, и Маша, и Медведи. Там... 3 кота. Это наш? Да. Наш, 3 кота. Оранжевая корова. И маленькая кошечка. Вот. Видите, все в курсе. Даже Барбоскины, между прочим, тоже имеют свои достоинства. Да, поэтому пока, чтобы не было бунта родителей, YouTube еще держит. Но, в общем, у Екатерины Шульман есть замечательный канал, поэтому обязательно на него подпишитесь. Ссылочка будет в описании. Там теперь выходит и то, что было на Эхо и продолжает существовать в каком-то отдельном формате. Каждый вторник продолжаем статусы выводить в эфир. Да, я вот с удовольствием слушаю, поэтому и вам всем рекомендую. Так вот, значит, теперь у нас Министерство образования выпустило приказ, по которому, правда, только до конца года все наши скопусы Web of Science и прочие индексы цитирования наших публикаций в разных международных изданиях временно прекращают использоваться как маркер нашей служебной и научной успешности. Значит, в этих условиях, опять же, что такое здесь защищать диссертацию, не очень понятно. То, чем мы отчитывались и гордились, там, участие в конференциях, опять же, публикации в журналах, теперь это чуть не сотрудничество с недружественными странами. Как вот это вот все, понимаете, в нашей науке, в любой науке не может быть никаких национальных школ. Это все деревенские сказки. Наука либо международная, либо она не наука. Мы не можем жить в отрыве от своих коллег. Значит, политология вся живет компаративистикой, то есть сравнением политических режимов между собой. Мы не можем изучать наши глубоко эндемичные, значит, своеобразные цветы, которые только на нашей почве растут, потому что это не научно. Мы можем изучать что-то только в сравнении. То есть как вот в этих условиях вообще быть ученым каким-то, мало понятно.
что преподавать студентам? Хорошо, что преподавать, я знаю, что преподавал, то и буду преподавать. Но им это зачем? Они это образование получают, чтобы работать кем? Так сказать, замещать вакансии в Росгвардии? Участковыми, да. Да. Опять же, новыми участковыми в суверенном «Газпроме». Что вот это вот все? Старый советский анекдот «Оптимисты учат английский, пессимисты китайский, реалисты изучают автомат Калашникова» неожиданно стал очень несмешным. Вообще большое количество анекдотов стало совершенно не смешным. Мало что осталось смешным, прямо надо сказать. В общем, это был, так сказать, набор жалоб моих профессиональных. А почему я делюсь с вами этим, дорогие слушатели? Не для того, чтобы вы мне посочувствовали очень сильно, а для того, чтобы вы поняли, что называется, в какой системе координат вот эти все размышления о том, куда вообще релоцироваться и не релоцироваться, или оставаться на месте, происходят. Все эти релокации, одни мысли о них вызывают тяжелую тошноту. Это вот я вам совершенно точно могу сказать. Есть люди, которых, наоборот, это весь ветер дальних странствий как-то бодрит и веселит. А меня это все в высшей степени угнетает. Я много ездила и без того, особенно до 2020 года, но все эти мои поездки – это на 3 дня. На 3 дня это замечательно. Приехал, выступил, потом полдня имеешь свободный, по городу погулял, в музей зашел, парк посмотрел, красота. Но жить где-то не дома, ой, боже мой, ладно, закончим нашу психотерапевтическую часть нашего эфира. В общем, все это грустно и противно. Спасибо большое тем, кто заставляет нас размышлять на эти темы, потому что если бы не это, вообще в голову бы не брали никакие построения вероятностных сценариев в эту сторону. Давайте обсудим коротко тех, кому сейчас хуже, чем нам. Да, а то мы жалуемся, Да. у нас, знаете ли, жемчуг мелковат. Да. Это внезапно наши чиновники, депутаты... Вот кому предлагается посочувствовать. Ну, я образно, да? Потому что, во-первых, мне показалось, что вот та вот речь про устрицы, фуагру и гендерные ценности, она все-таки была обращена не к нам, простым смертным, а к элитам. Там какой-то странный переход произошел. Сначала были особняки... В Майами, да, я сразу в уже... Майами, да. Там расстреляли Навального, а потом гендерные ценности, это уже, наверное, к нам. В общем... Почему вы думаете, что у госслужащих не может быть своих дорогих им гендерных ценностей? Почему, как вы думаете, мы не увидели из гигантской просто армии чиновников, мы увидели только, наверное, 2 демарша, да? Это Дворкович, который... Не чиновник уже давно. Можно его отнести все равно. Бывший госслужащий, да. Бывших госслужащих не бывает. Представитель номенклатуры, можно его так назвать? Можно. Да, вот про номенклатуру говорим. И Чубайс, внезапно молчаливый такой сигнал, то есть Чубайс, снимающий деньги в банкомате в Стамбуле, это просто такой главный антивоенный вообще перформанс, который только можно вдруг себе... это не он? Можно себе... Давайте будем все-таки верить его пресс-секретарям, знакомым и всем Да, остальным. они не сказали, что он снимал деньги. Конечно, деньги, может, в снимал банкомате. не он, но тем не менее он уехал, написал заявление. И понятно, что человек как-то так или иначе хлопнул дверью. Но мы не видим ни одного мэра, ни одного губернатора, по крайней мере, я не заметил, никаких послов. То есть, даже когда в Беларуси развивались там события, там был, например, ряд послов зарубежных, которые вышли и сказали, мы не поддерживаем Лукашенко, и тем самым обеспечили себе там какую-то будущее, там, карьеру, остались где-то за пределами Беларуси. Это не карьера. Они обеспечили себе безопасное убежище. Кроме безопасного убежища. Тем не менее, опять же, из чиновников несколько журналистов там с НТВ свалило, но в целом все либо молчаливо, либо наоборот там горячо за. Где бунт среди номенклатуры, где бунт среди элиты? Хотя, казалось бы, вот они сейчас под основным ударом находятся. Смотрите, во-первых, надо различать 2 вещи. Протесты, то есть выражение своей позиции публично, и, так сказать, тихие сливы. А первого мы наблюдаем действительно чрезвычайно мало. Тут я выделю 2 группы, так сказать, происшествий. 4, по-моему, депутатов Госдумы сказали, что когда они голосовали за ДНР, ЛНР, за ратификацию, за признание независимости, они были уверены, что на этом все и закончится. Они не предполагали, что вот типа так дело пойдет. Таковых было 4, по-моему, они все из КПРФ. Значит, и вот эти вот отставки, увольнения журналистов с декларацией своей позиции, как Жанна Галакова, как вот Марина Овсянникова, были и другие. Это первый тип поведения, он требует изрядной смелости. Второй тип поведения – это слив. Это вот как раз как Чубайс.
Дворкович находится на грани двух миров, он все-таки выступил с каким-то заявлением, но в отставку не уходил, но после этого был, так сказать, уволен из Сколково, из попечительского совета, он кто там был, какой-то из их начальников. Значит, тихих уходов, я думаю, что достаточно. Мы слышим не о всех. Обратите внимание на нескольких начальников в Аэрофлоте и руководителя авиакомпании «Победа». И на тоже не вполне публичные, хотя и не скрываемые выходы тех людей, которые попали под санкции из различных советов директоров. Значит, как нам сообщают, опять же, средства массовой информации, в Центробанке такое количество увольнений, что, как было сказано, IT-отдел не успевает удалять рабочие профили с сайта. То есть я думаю, что люди увольняются довольно активно. Из разных соображений, из опасений за свое будущее, из отвращения к происходящему, из нежелания участвовать в том, что, как оказалось, привело к таким диким результатам. Но это не публичная активность. Отличие от Беларуси состоит в том, что, конечно, в Беларуси к 2020 году уровень общественного консенсуса антивластного был гораздо выше, чем у нас. Мы можем до этого дожить. К 2024 году как раз кто доживет, тот дойдет до этого состояния умов. Но в Беларуси вот это в 2020 году случилось. Там и сейчас... Судя по тем опросам, в Беларуси нет легальных опросов, но какие-то все-таки проводятся и публикуются. Уровень поддержки, например, специальной операции на Украине, как раз ровно те 3%, которые приписывались Лукашенко в свое время. Видимо, это не миф. Я думаю, что это влияет на то, что в том числе и этот белорусский начальник очень сильно упирается, судя по всему, и не осуществляет своих союзнических обязанностей. Поскольку союзник в условиях специальной операции, напомню, это не тот, кто воздержится, когда против тебя какую-нибудь резолюцию принимает, а это тот, кто будет с тобой воевать вместе. Тот, кто помогает тебе живой силой и вооружением. Вот это называется союзник. Так вот, союзничек наш в этом смысле тот еще. Видимо, он осознает, насколько трудно ему будет продать это и своему собственному населению. И население это, опять же, не люблю этого слова, но военные это тоже... Граждане, у них тоже семьи и родственники, и они тоже погружены в ту же, так сказать, среду мнений, в которой вот такой расклад. В России пока не так, поэтому каких-то, так сказать, демаршей публичных мы не то чтобы совсем не видим, но видим их не особенно. Разбегаться люди будут очень хотеть. Не все имеют такую возможность, опять же, про главу Центробанка. Да. Все читали, да? Бедная Набиуллина, которая вроде... Опять же, мы подтверждения этого не имеем. Более того, пресс-служба Центробанка сказала, что Блумберг, который про это написал, не прав. Не было такого, сообщает нам, так сказать, официальный источник. Тем не менее, понятно, что совершенно не каждый может уволиться, не каждому это позволят сделать. И, что тоже важно, многие люди уже в санкционных списках, поэтому даже если они уволятся, то что они остаются тут же, в той же юрисдикции, под теми же рисками, только еще и продемонстрировав свою нелояльность. Ну, какие их побудительные мотивы? Никаких. Кто может отползти? Тому счастье. Многие уже не могут. В нынешней ситуации есть ли риски дворцового переворота? Что называется, по науке. По науке, да. По науке вообще персоналистские автократии испытывают более высокие риски именно переворотов, чем, например, риски, так сказать, пасть в результате массового восстания. Обычно возникает, кстати, комбинация. Образуется какая-то элитная группа, которая начинает опираться на какие-то более или менее массовые настроения, начинаются выступления людей и, соответственно, их союзники изнутри начинают действовать уже изнутри. То есть происходит такая синергия, как это называется. Ну вот это видно было хорошо как раз на неудачном примере в Казахстане. Когда то же самое, то есть начались протесты как социальные, потом кто-то из, так сказать, номенклатуры, как вы выражаетесь, решили этим делом воспользоваться, немножко их усилить, оружие раздать и существующую власть свалить, но это не вышло. От того, что это не вышло, анатомия происходящего хорошо видна, потому что успешные такого рода выступления, они очень быстро потом замазывают все следы, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Так вот, это был мятеж, и он был неудачен, поэтому мы видим его во вскрытом виде. Это довольно характерная история для действительно персоналистских авторитарных режимов. Это чаще происходит, чем вот то, что показывают там в финале романа «Три толстяка», когда там
Гвардейцы перешли на сторону народа, вот это вот, и толпа врывается во дворец. Это редкость. А мы это все, опять же, насмотрелись в фильме «Взятие Зимнего», который многие считают почему-то документальным. Но на самом деле, это, еще раз повторю, не такой уж частый случай. Из этого не следует, что это непременно с нами произойдет. Конечно, инстинкт самосохранения элит – самый могучий инстинкт, который только можно себе представить. Основной, вот уж действительно основной. Но, по крайней мере, на раннем этапе им их расчет, может быть, ошибочный, подсказывает, что лучше затаиться и переждать. И посмотреть, что называется, чья возьмет, а потом присоединиться к победителю. Таким образом, они могут потерять время золотое и невозвратное и лишиться тех шансов, которые, может быть, пока у них еще есть. Это не следует воспринимать в качестве рекомендации кому бы то ни было, но, что называется, бывает и такое. Всякого рода расколы элит, которые тоже часто себе представляют неправильно, а вот в духе того, о чем вы говорили, кто-нибудь выходит и рвет рубаху на груди и говорит: не могу я больше кровавый режим поддерживать. Раскол элит выглядит не так, он вообще никак не выглядит. Снаружи он, пока вам уже отрезанную голову не выносят на балкон, он может не выглядеть вообще совсем никак. Существующий порядок вещей продолжает сохраняться, пока его бенефициары считают его для себя выгодным. То есть пока группам, имеющим влияние, кажется, что им лучше вот как сейчас, чем как-то иначе, этот порядок будет сохраняться. Казалось бы, этому заявлению, этому тезису противоречит то, что порядок вещей как раз поменялся. Предыдущий был выгоден элитам, новый им крайне не выгоден. Но он все равно поменялся. А почему он поменялся? А потому что они были слишком адаптивными. Это к иллюстрации моей мысли про уходящее время. Значит, если вы все время приспосабливаетесь, приспосабливаетесь, вроде и тут вам ничего, тут вы ужались, тут вы как-то немножко поменялись, все это ради чего? Ради пресловутой стабильности. Вы помните, что у нас стабильность была, да? Да. Помните, была такая? Сколько мы на нее молились, какие жертвы мы ей приносили. И где же она, красавица наша, куда-то задевалась? Так вот, мы-то ладно с вами, мы граждане, имеющие мало ресурса. А вот, собственно, те, кто внутри черного ящичка, да, машины принятия решений, они вели себя совершенно точно так же. Тоже все адаптировались, да адаптировались. Свойство человеческое, конечно, адаптироваться, но до определенного предела. В результате, сберегая вот этот статус-кво, они утратили его, и сейчас находятся в той же, так сказать, в том же положении свободного полета, что и мы с вами грешные. Только им, еще раз повторю, убежать труднее. Кажется, что легче. Типа ресурса больше. А на самом деле и привязок больше. Так что посмотрим, что они там для себя будут думать. В принципе, там тоже уровень пассионарности невысок. Для того, чтобы переворот организовать, тоже надо иметь некоторую, так сказать, душевную бодрость. Удивительно вообще на самом деле, что такое и такая вялая и пожилая политическая машина, и такое вялое и пожилое общество сумело втравиться в такую кровавую историю, которая, еще раз повторю, как будто у нас здесь какие-то там юные гунны вообще скачут по бескрайней степи, а не какие-то несчастные пенсионеры с ноги на ногу еле переваливаются. Вот тут, опять же, я как политолог вижу в этом какую-то ключевую странность происходящего. Что-то очень тут есть, опять же, не характерное для обычной механики такого рода вещей. В нынешней ситуации, если Путин остается у власти какое-то длительное время, если стабильность, которую вы потеряли, она на самом деле это в Кремле сидит, и все с ним будет замечательно. Как некий утес среди бушующего моря. Один неизменный стоит. Можно назвать это так красиво, да. Мы имеем беспрецедентное сейчас санкционное давление, мы имеем сейчас постоянно поднятие ставок, и если месяц назад никто не говорил, например, о Третьей мировой, то сегодня чуть ли не каждый день и не какие-то там бабки у подъезда и алармисты, а это говорит и Байден, и другие там лидеры, что уже и Третью мировую никто не исключает. В нынешней ситуации вы видите себе какое-то нормальное будущее для России? Или все пропало? Мы себе, конечно, уронили на голову стену. Это правда. Такое даром не проходит. Для того, чтобы выползти на тот уровень, с которого мы рухнули, понадобится много времени и целенаправленных усилий, которые неизвестно кто и неизвестно когда вообще будет предпринимать. Так что здесь особо порадовать нечем. С другой стороны, давайте признаем, что страны сквозь землю проваливаются довольно редко. Даже те, применительно к которым были как раз целенаправленные усилия, чтобы их с лица земли стереть, они как-то выживают и даже образуют суверенные государства. Не будем показывать пальцем. Поэтому,
какая-то разумная жизнь на этой территории, наверное, все-таки, хочется надеяться, не без нашего участия, сохранится, аккуратно скажем. Деградация – неприятный процесс, и заниматься им можно долго. Одичать можно на отличненько, замечательно. Такие примеры истории известны в большом количестве, в изобилии. Было какой-нибудь там социум, какое-нибудь государство, жило-жило, развивалось, а потом взяло да и одичало. Под влиянием разных факторов. Значит, опять же, повоевали ни с тем, ни так, экономическая конъюнктура изменилась, еще что-нибудь там не пойми чего произошло. И вот, глядишь, где стол был яств, там гроб стоит, как писал Гаврил Романович Державин. И это все бывает. А надежды у меня здесь на то, что все-таки все те тенденции, которые мы последние годы изучали, были не нашим там самообманом и стремлением утешать себя чем-то утешительным, а они были объективно существующими социальными тенденциями. И рост образования, и снижение насилия, и урбанизация, и развитие экономики услуг. Сейчас все это кажется каким-то приветом из прошлой жизни, но, опять же, вся Россия не разбежится. Даже если мы тут с вами куда-нибудь релоцируемся, и многие другие люди тоже уедут, то все не уедут, страна слишком большая. Совсем заместить ее всю, опять же, кем? Мигрантами из ближнего зарубежья и крестьянскими детьми, при всем уважении к ним. Опять же, столько крестьянских детей у нас нету, это вообще зона низкой рождаемости. Конечно, сдуть вот этот культурный слой можно. Можно. К сожалению, наращивается он долго, а убивается довольно быстро. Но он и так сказать, возобновляется. Даже советская власть не убила здесь совсем цивилизацию, хотя заместила многое. Хочется надеяться, что и нынешняя, как это называется, поруха все-таки здесь совсем все не убьет. Но опять же, вот после Ивана Грозного тут нехорошо было. Помню, как сейчас помню. Да, долго продолжалось. Потом опять как-то вот более или менее наросло. Еще раз повторю, пока есть города, в городах есть электричество и водопровод, и интернет какой-никакой, пока есть люди, умеющие читать и писать, пока мы с вами помним, что такое цивилизация, советую всем это все-таки как-то запоминать, перед сном повторять, что такое мирная жизнь, потому что забывается это тоже довольно легко. Не забывайте, кто вы, не забывайте, чем вы на самом деле должны заниматься. А какова ваша, так сказать, прости господи, социальная миссия. Так вот, пока это все существует, в общем, какие-то формы мирной жизни будут здесь существовать. Я понимаю, что это звучит не очень вдохновляюще, но, что называется, на нынешнем этапе это пока все, что мы можем ответственно заявить. Ущерб огромный, мы его еще не почувствовали. Мы только пока слова говорим, на себе не ощущаем. Ощущать будем долго и выразительно. Скажем так. Можно ли это все как-то открутить назад? Можно. Давайте еще один урок извлечем из происходящего, из произошедшего, из того, что еще произойдет. И это тот урок, который хорошо известен социальным наукам. Весь жизненный уклад, весь жизненный порядок определяется исключительно людьми для людей. Ни географией, ни историей, никакими объективными причинами, ничего объективного здесь не существует. Как люди делают, так оно и делается. Можно устроить ад на земле в 3 притопа, 3 прихлопа. Значит, опять же, только что там детки в школу шли, взрослые в кафе сидели, а вот это дымящиеся руины, и люди отрезают друг у друга мягкие части, чтобы их съесть. Это все происходит очень быстро. Это делают люди. Ни гром небесный, ни моровое поветрие, ни цунами. Это людских рук дело. И точно так же, только, конечно, к сожалению, медленнее и затратнее. На месте выжженной пустыни возникает город-сад. Там, где ничего не росло, все начинает расти и колоситься. Там, где были, значит, скакали какие-то дикие орды, возникает культурная жизнь. Там, где жили морские разбойники и в каких-то грязных мазанках, значит, прятались их жены и дети, возникает шведский социализм, высокий уровень жизни, выдающаяся гуманность, самая лучшая система образования в какой-нибудь Финляндии, так сказать, приюте убогого чухонца, как писал колониально настроенный поэт Пушкин. Все это, еще раз повторю, делают люди. Все в силах человеческих. И дурное, и хорошее. Спасибо.
На этом, да. На этой На оптимистичной этом тезисе я не ноте, уверена, что не эта всё нота очень потеряно. оптимистичная, но, по крайней мере, давайте видеть, так сказать, во всей полноте нашу социальную природу, и во всей ее красоте, и во всем ее ужасе. Друзья, я напоминаю, что нужно вам подписаться обязательно на канал Екатерины, на мой канал, если вы по какой-то причине до сих пор этого не сделали. Также мы теперь есть в Телеграмчике. В общем, все ссылки, если вам интересно, что мы делаем, они будут в описании к этому ролику. Так что подписывайтесь, чтобы мы с вами оставались на связи. Связи – это богатство.